Итак, друзья, после посещения храма мы отправились гулять по старому городу, а так как мы совсем небольшие специалисты по библейской истории, то мы просто, как обыватели, ходили и случайно натыкались на разные интересные места. Куда-то мы не попали, где-то уже не было билетов, но все равно было интересно и познавательно, так как там все буквально пропитано историей. А сейчас мы идем от храма, гроба Господня, к стене плача. Расстояния здесь небольшие. Туда. Израиль. Друзья, стена плача – это западная стена храма, который был разрушен римлянами. Израиль. Здрасте, вот она. Что надо? Проверяешь? А вот это у нас западная стена или стена плача. Туда. Израиль. Израиль. Так, короче, вот это мужская часть, вот это женская. Я уже вижу. Давайте просто подойдем. И еще. Здесь клево. Нет? Тут тепленько, тут солнышко. По-моему, делится на женскую. Да. Вон женщины, которые гораздо больше. Стена плача у Храмовой горы в Иерусалиме – это один из наиболее величественных памятников периода Второго храма, разрушенного римлянами примерно 2000 лет назад. Длина стены плача вообще где-то примерно полкилометра, но всеобщему обозрению пока доступны только 70 метров перед молитвенной площадью. Шалом. 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 Подойти дотронуться только, если молиться мы не умеем. Западная стена храма, который был разрушен. Остатки тысячелетней вообще-то истории. Здесь хранится, вот в этих вот шкафах, хранится самое главное Тора Израиля. Знаешь, что такое это? Свитки, вот эти письмена, или как они называются? Да, вот здесь. Вот здесь он и хранится. Вот это вот все, это тоже древнее. Нам здесь особо среди всех этих молящихся не очень удобно, но здесь, конечно, место такое колоритное очень. Ну, вот такое вот это все место. Очень прикольное. Там столько ортодоксов, и они все такие
Да, это очень интересное место. Они там прям стоят, молятся. Да, Да, и нас там и они тут часами, понимаешь, стоят. Вы не узнавали, сколько стоит тут билет? хотели пойти, как бы потом увидели считают. вас восходящих, решили дождаться. Мы шли как раз сюда. Ну давайте зайдем, узнаем хотя бы. Работаем, чтобы их оплачивать. Не, хрен платить. Вот, туннель Сайдс, туннели. Вот эти туннели здесь под... Нет, вот туннели здесь. Вход в туннели, в подземные. Где улицы вот эти, 2000-летние Иерусалима. Вопрос цены билета. Вот вход, и кассы здесь, наверное. А, тут вот автоматы, смотри, видимо, по билетам, да? Держат они сыны своими молитвами. Магазин только этот. Сейчас. Ну, по-моему, 30 шекелей. Ну, то мы можем себе позволить, в принципе. Там идет экскурсия по различным подземным помещениям, туннелям, такие там каменные арки, колодцы, древний акведук, ведущий к бассейну. В общем, такая достопримечательность довольно-таки серьезная, которую очень было бы неплохо посетить по приезду в Иерусалим. Но билеты надо бронировать заранее. Примерно где-то с обеда мы уже не смогли достать ни одного билета, поэтому ушли оттуда просто ни с чем. Да, прямо. Прямо, Даша? Даш, прямо? Да, а стоп, нет. Ага. Не прямо. Блин. Такие тут места. Древние. Самое прикольное, что тут есть квартиры и живут люди. Ну, это вообще жизнь здесь. Это капец. Всегда движу. Да. Решил, пошел, помолился. Очень удобно. Ну, просто тут двери в квартиры. Да. Sunshine here, this is the sun. Welcome. Hello. Yes, girls. How are you? This is me. Good sun. Welcome. Сюда, да? Ого! Здесь клево. Ух ты! С ума сойти. Чем-то похоже на египетский базар в Стамбуле. Помнишь? Да, у меня вот, кстати, аналогия именно с ним.
рынок. عشان ما ننساش نروح على العرس. Мне так кажется, это мусульманский рынок уже. Иди. Почему нельзя? There is no entrance from here. Where is the entrance? The western wall. You go there and okay. Now we go forward and right. Короче, где-то надо повернуть будет налево. Да, вот, все, она перекладывает маршрут и переложила. Чуть дальше повернуть, да? Да. Продолжаем свой путь по Виа Долороса. Кого тут только не встретишь, да, Тася? Монахи, которые выглядят как этих со средневековых фильмов. В этих рясах, подвязанные бечевками. Вообще. По такой улице мы еще не ходили, видишь, она прикольная. Я говорю, монахи как Мы еще идем обсуждаем. как в этих фильмах средневековых. Я сказала, монахи как в фильмах. И я также сказал, мы с Дашей не сговаривались. Мы одинаково с ней. Темница Христа. Вот это. Интересно. А что это? Темница Христа? Ничего себе, господа. Ого. Смотрите. Темница разбойников и ворова. Темница Христа туда. Мы когда заходили сюда, я вам об этом говорила. Да? Да. Вот темница Христа. Заходите. Пожалуйста, не сидите на камнях. Вот. А вот там, да. Темница Христа. Здесь даже можно посидеть. Вот это Ты. темница Христа. Круто. Если ты посетила темницу Христа? Слушайте, мы забрели, причем забрели вообще нечаянно. Случайно. Ну, я примерно представляю, что это. Что это? Иди сюда. Тебя здесь надо пригибаться, здесь аккуратно вставай. Да, верни немножко. Видишь, быстрее вот так. Друзья, православная греческая церковь построена на том самом месте, где по преданию были заключены Иисус Христос, прежде чем предстать перед судом Понтия Пилата, а вместе с ним в подземной темнице находился и разбойник по имени Варава, которого Понтий Пилат помиловал вместо Иисуса Христа. И возможно, что и другие преступники, находившиеся на кресте вместе с Христом, тоже там содержались. И по преданию именно с этого места и начинается крестный путь. Да. А это вот ворота Lions Gate.
Это что, кинокомпания так названа в честь этих ворот? Lionsgate. Но там что-то крутое. Там виды крутые, как минимум будут. Место Рождества Богородицы. Стойте. О, ребята, место Рождества. Пошли. А что значит место Рождества Богородицы? Мария родилась. А, Мария родилась здесь. А, это, наверное, был вот этот дом в Иерусалиме, где она родилась? Да. Она же родилась где-то в Иерусалиме. И что ее место? Нет, это... А, вот, точно. Смотрите, Даша глазастая. Вы смотрела? Спускаемся. Ступенечки тут везде. Знали бы еще конкретно это все. О, божечки. О, ничего себе. Вот это да, куда-то. Тут так... Ой, красиво. Ой, мозаика. Вообще очень интересно. А это домик, где родилась Дева Мария, короче. Ой, ничего себе. Место рождения Девы Марии, 100%. Ты уверен прям? Да. Рождество Богородицы. Это не где Иисус родился, а где родилась... Так, может, давайте откроем. Где родил... А, тут ты откроешь сейчас Google. Нет, открыть вы его можете. И Помахайте ему ручкой, да, и закрыть. Смотрите, это место рождения Девы Марии. Но она-то где-то должна была родиться, Тася. Может, это родильный дом какой-то. Не, ну просто в то время, наверное, не было. Дома рождались ведь. Это дом. Да, это дом. Это дом. Пещерка. Тоже личные условия, да? Так они жили когда-то. Прикинь. Тут вот. А ты сейчас... Ну хорошо. Тут, может, есть готовили. Какой-то костер был, а куда это выходило? Блин, Куда-то выходила. Нет, тут мне нравится. а там что дальше? Понимаешь? Вот Тут там. тебе нравится, так что мы деньги тратим? А туда, наверное, туда выходил дым. Да, дым, либо кондиционер какой-нибудь. Ой-ой-ой. Тут тоже все заполировано прям. Ну, что вы думаете? Тут же жестко. Вы не представляете, в каких местах просто мы тут ходим вообще. Ну да. Уже просто более интересных мест в мире нет, Ну, наверное. это чисто библейские места. Да. Друзья, по преданию, место рождения Девы Марии находится недалеко от Львиных ворот в мусульманском квартале Старого города. Здесь, по преданию, родилась будущая мать Иисуса. Здесь она и прожила свои первые годы жизни. Надземная часть дома была уничтожена во время римского подавления и иудейского восстания. Однако ее подземная часть, она сохранилась в том виде, в котором она и была. Часть дома была вырезана в скале, а часть дома была возведена над этой скалой. Ну, это какая-то уже построена, наверное, после. Это уже прямо такое более современное. Да. Ну, какой более современный? Это, наверное, где-то... Ну, слушайте, ну, вот явно, что вот этот пенек тут не просто так стоит. Вот. Конечно. Это тоже что-то означает. И тут Скорее всего. костер. Тоже прикладывается. И вот это же И вот это что-то обозначает. Чего огорожено так? интересно. Тут тоже что-то. Очень странно, что нигде никаких, даже на английском, даже на иврите, хоть на чем-то, никакой информации. Гуглить надо смотреть. Да. Ладно, пошли наружу, там будем гуглить. А, здесь записки оставляют они. Да, ну. Да, и валяются вот записки. Ну, тут везде записки оставляют, где только можно. Кто-то здесь явно. Кто-то сидел в Римании. Да, ну места тоже.
на Масличную или Илионскую гору. Это очень знаковое место в библейской истории, на котором находится очень много разных исторических библейских мест, и мы решили посетить Гефсиманский сад. Гефсиманский сад – это очень священное место для христиан, где согласно Новому Завету Иисус молился свою последнюю ночь, проведенную на свободе. До наших дней в саду сохранились штук, наверное, 8 невероятно таких очень старых оливковых деревьев, которые, если верить Евангелию, могли существовать в ту эпоху. По некоторым данным, их возраст превышает 2 тысячелетия, но есть данные о том, что эти оливковые деревья не превышают 800-900 лет. Хотя в защиту более древних теорий скажу, что оливковые деревья очень трудно поддаются летоисчислению. Поэтому точный возраст их в принципе неизвестен. Но выглядят они очень древними. После того, как мы посмотрели на древние оливы, зашли рядом с Гефсиманским садом базилику Гефсиманской молитвы, которая еще называют как Церковь всех наций. Церковь построена в 24 году на деньги католиков из 12 стран мира, поэтому она называется Церковь всех наций. И внутри... Выйдя из храма всех наций, мы поднялись на смотровую площадку Илионской или Масличной, как ее называют, горы, откуда открывались потрясающие виды на старый город Иерусалима, на древнее кладбище, находящееся на склоне Масличной горы. Единственное, что путь, конечно, туда довольно крутой и не совсем простой. Что вот это вот, я не знаю. Интересно. Но мы пока не знаем, что это такое. Ну, какой-то древняя какая-то церковь, да, Даша? Такая внизу так находится, прям.
Очень похоже времен храма этого гроба. Так вот же оформлено колоннами. Тоже какая-то треснувшая колонна есть. По преданию, Илионская гора – это место, связанное с именем Христа и Богородицы. У западного подножия находится место погребения Девы Марии. Известно, что через 10 лет после воскресения Христа Богородица покинула Иудею, уехала в Эфес, нынешнюю Турцию, а потом в конце жизни вернулась в Иерусалим, где умерла в возрасте 72 лет и была похоронена в пещере в Гефсиманском саду. Через 3 дня один из апостолов пришел к месту упокоения, попросил открыть пещеру, и тела в ней не было. Богородица вознеслась на небо. Вот такая вот история. На этом месте была возведена первая церковь. Гроб Божьей Матери. А, все понял. Все Спасибо ясно. большое. Я так и думал. Гроб Божьей Матери. А, да. Девы Марии, да. Ну тут гроб какой-то, да. Да, Гроб Божьей да, Матери. да, да. Мы натыкаемся на такие места, пока идем. Даже не знаем об этом. Все, заходим. Это гроб Божьей Матери. Как оказывается. Тоже здесь можно прикладываться, свечки ставить. Конечно, можно и нужно. Записочки люди кидают. Здесь тоже.